Глаза разбежались. Не знаю, с чего бы начать. И хватит, сказал компания Nikon. Определенного рода разочарование, судя по всему. Это как должна была не понравиться беззеркальная камера, чтобы уйти Canon. Ой, печалька. Господи, вот такая простыня. Бонус от компании Nikon. Тетрис в коробочке. Все это можно вытащить, разобрать по картоночке, а потом думать, как это собрать все обратно. Здравствуйте, друзья! Сегодня распаковка Nikon Z7 II Kit, то есть вместе с объективом, конечно же, 24-70. А также дополнительная волшебная коробочка с надписью MBN11 и небольшое сравнение с предыдущими моделями фотоаппаратов. Это Nikon D700 и D850. Ну что, не буду томить, давайте заглянем, что же внутри. Защитная пленка универсальная. Тут все понятно. Я надеюсь, уже вы догадались, для чего это. А в этой коробке фильтр. Да, самый обычный, простой, дешевый ультрафиолетовый фильтр. Так, к этой, наверное, мы вернемся. И начнем с большущей коробки. Вот, собственно, такая нехилая коробища. Даже не знаю, почему она такого размера. Ну, твой подарок. Стань участником программы лояльности My Nikon. Ну, посмотрим, что же там такое. Так, здесь на картиночках представлена продукция, которую можно купить. Это объективы Nikon Z. А также вот как раз дополнительный батарейный блок. Вот он, если еще кто не догадался. Именно в этой коробочке. Так, ладно, посмотрим, что же здесь внутри. Внутри две коробки. Одна маленькая, другая побольше. Сейчас я их извлеку, чтобы было поудобнее. Ой, тяжелая, однако. Раз, два. С какой начать? Я думаю, с маленькой. Как вы понимаете, это адаптер. Собственно говоря, для того, чтобы использовать на новом байонете Z объективы от предыдущих моделей. Дело в том, что чтобы переход на новую беззеркальную фотокамеру не был настолько мучительно финансово болезненный. Ну, вот так он выглядит. Есть резьба под крепление на установку штатива. Видимо, чтобы прикручивать большие тяжелые объективы. Так, ладно, пока отложим в сторонку. Мануал. Вот такой толстый. Сколько здесь? Две книжки. Ай. Раз, два. Чем отличаются? Наверное, языками. Ну да. Хорошо. Это полистаем чуть позже. Та-дан! Собственно говоря, сам фотоаппарат Nikon Z7 II. Открываем. Коробочка «Откройся». И встречает нас, конечно же, много макулатуры. Гарантийный талон. Да, пригодится. Какие-то бумажки. Практически. Условия гарантийного обслуживания. Хорошо. Инструкция. Смотрите, она одинаковая, оказывается. И для 7, и для 6. Удивительно. Ну, может быть, не одинаковая, но все в одной книжке. То есть одна книжка для обоих моделей. Как для 6, так и для 7. Ну, скажем так, экономно. Хотя удивительно. Я вот хочу пользоваться 7, допустим, моделью, а у меня инструкция от 6. Ну, как-то, может быть, немножечко не солидно. Ну, ладно, что есть, то есть. Так, здесь еще какие-то бумажки. И еще одна инструкция на других языках. Здесь есть английский. И, в общем-то, все то же самое. Так, что это? Программа поддержки профессиональных фотографов. Nikon Professional Service.
точно, внимательно, быстро. Не знаю, вот я сдавал на чистку как-то фотоаппарат. В принципе, да, сделали все быстро, качественно. Ну, спасибо. Так, это что такое? Это онлайн-обучение в подарок. Вот это уже интересно. Зарегистрируйся и начни свое обучение сейчас. Надо попробовать. Если кто пробовал, напишите, интересно или не очень. Хорошо. Итак, наконец добрались до более интересного. Открываем коробку. Вот тут уже много всего интересного. Аж глаза разбежались. Не знаю, с чего бы начать. Так, ну прям с самого верхнего. Вот и начнем. Что это? Никар. Видимо, что-то для объектива. Какой-то мешочек. Посмотрим. Так. Нет, это не мешочек. Это вот такая огромная ветошь. Ветошь с кармашком. Или все-таки мешочек для объектива? Ну, непонятно. Но в целом неплохо. Зачет. Так. Ну, начнем с мелочей приятных. Ремешок. Ну, в отличие от предыдущих ремешков, этот такой прям желтенький, яркий, красочный. Вот, Nikon Z. Ну, не знаю. По мне так, наверное, слишком ярок. Но выполнен вроде неплохо. Посмотрим, как долго будет служить. Хорошо, откладываем. Так, аккумулятор. Да. И это уже, как говорится, новый аккумулятор EN-EL15C. На минуточку 2280 мАч. Это очень много. На практике посмотрим, насколько хватит такого аккумулятора, на сколько кадров. Я надеюсь, хотя бы, ну, не знаю, на пару тысяч должно хватить. Но проверим. Можно, конечно, почитать в инструкции, но это же неинтересно. Одно дело заявляет производитель, а другое дело живая практика. Так. Это сетевой провод. Ничего необычного, все стандартно. Дальше. Вот это интересно. Такого у меня еще не было. Что это? Какая-то суперзарядка. Так, ну то, что вилка отстегивается, наверное, как-то, наверное. Так сходу и не поймешь. Так, а это отстегивается? Непонятно тоже. Но какая-то это, я так понимаю, Type-C зарядка. Ну ладно, разберемся, потом расскажу, что это да как. Ага, ну это даже доставать неинтересно. Обычный, хотя, ну не совсем. А, да, ну почти обычный USB провод. Да. Посмотрим, для чего все это нужно. Так, наконец, зарядное устройство. На вид ничего необычного, все как и было. Вроде ничего не поменялось. Да. Можно сделать так, можно сделать так. Дальше вот эта загадочная штука. Ой, это загадочная штука для крепления, я так понимаю, как раз тех самых USB проводов. Ни разу не пользовался, но может быть когда-нибудь я разберусь с этим и расскажу, удобно или нет. Ага. Тут так много всего, я уже устал вытаскивать. Это отлично, бленда. Такая прям, не сказал бы, что большая, очень скромная и очень пластмассовая.
Мне кажется, такую раз задел, и она в крошку разлетится. Как-то сэкономили. Не поленюсь, достану бленду с предыдущего объектива. Для сравнения, бленда с предыдущего объектива. Но она жесткая, твердая, большая. А это худенькая и маленькая. Ну, посмотрим, что делать. Ну, собственно, сам, я так понимаю, объектив. Так, спокуха. Как тебя достать? Да, это объектив. Вот он, красавец. Вот он, красавец. Да. Ух. Ну, любопытно, конечно, он выдвигается. А как дальше его сложить? Так вот и не разобраться сразу. Ладно. Хорошо. Ну, для сравнения с предыдущим таким объективом для зеркальной камеры. Ну, по размеру разница, я бы не сказал, что прям кардинальная. Посмотрим. Вот он, наконец, добрался до фотоаппарата. Целлофанчики. Тадан! И вот он, красавец. Nikon Z7 II. По габаритам он, наверное, меньше, да, меньше, чем его предыдущие модели зеркальной камеры. Может быть, легче, хотя не сказал бы. Органы управления вроде на первый взгляд все на своих местах. И экран, похоже, что примерно такой же. Так, хорошо. Что же в дополнительной коробочке? Надо открыть и посмотреть. MB-N11 батарейный блок. Именно для модели Nikon Z7 II, а также для Nikon Z6 II. Заглянем, как он выглядит и, собственно говоря, что здесь интересного. Так, ну, целая огромная пачка инструкций. Да, тут, собственно говоря, выбор. О, даже есть на русском. Вот это нам пригодится. Остальное, ладно, так и быть, пролистаем. Ну, может, еще на английском. Так, это что? Это какая-то непонятная, ненужная бумажка. Хорошо. Так, собственно говоря, батарейная ручка. Как же она выглядит? Пакетиков у меня тут скопилось уже целая гора. Угу. Я потом не разберусь, какой пакетик от чего. Это туда. Вот она. Довольно легкая. Выполнена в целом качественно. Вот что не скажешь для Nikon 850. Там батарейный блок. Он, конечно, такой был. Вот уже у меня, сейчас я покажу, отклеивается вот эта резинка, потому что приклеена была некачественно. Такая ребристая крутилка, джойстик, кнопка и кнопка для вертикального положения, естественно, с колесиками. Самое главное, какие же аккумуляторы сюда вставляются. Посмотрим. И немножко, скажем так, есть определенного рода разочарование, судя по всему. Так, сейчас. Ага, вот такой вот кейс. И все. Да, и все. И все, и все. И все. И хватит, сказал компания Nikon. Этим и довольствуйтесь. Собственно говоря, что здесь дополнительного? Я так понимаю, вот эта часть вставляется вместо аккумулятора. Соответственно, здесь аккумулятор уже стоять не может. Так. А сюда нужно поставить два аккумулятора. Один и второй.
И менять их можно типа на горячую. Если один разрядился, один вытащить, заменить, ставить второй и подождать, когда они оба разрядятся. Интересная система. Но самая печаль в том, что я надеялся, что вдруг к этой батарейному блоку подойдут аккумуляторы от предыдущей батарейной ручки. Для сравнения, Nikon D850. Сейчас я отстегну батарейную ручку, чтобы было наглядно видно. Так, это сделать не так просто. Прикрутил знатно. Так. Пока он без батарейной ручки, можно сравнить размер 850. Это прям предыдущая модель, скажем так, последняя зеркальная модель у компании Nikon практически. И Z7 II. Да, размер, конечно, значительно меньше. Значительно меньше. Что касаемо органов управления. Почти все на месте, особенно вот здесь все вроде бы одинаково. Да, все одинаково. А здесь тоже все одинаково. Экран примерно одинаковый, может быть чуть больше. Может быть. Но в целом... нету боковых кнопочек. Они перенесены сюда вниз. То есть вот эти боковые кнопочки перенесены вот сюда. Ну даже, в общем-то, ну да, и то не все. Ну, не знаю, насколько это будет удобно. Посмотрим, поэксплуатируем. Так, вернемся к батарейному блоку, собственно говоря. В чем загвоздка? В чем вся соль и печаль? Вся соль и печаль в том, что здесь нам понадобится два вот таких аккумулятора, которые, кстати, в продаже не так легко найти, и стоят они недешево. А я надеялся, что смогу использовать аккумулятор из предыдущей батарейной ручки. Этот батарейный блок выполнен не очень качественно. Вот эта штука уже отклеилась, потому что она вот не в размер, не попали в размер. И так, аккумулятор. Какой же здесь стоит аккумулятор? Здесь стоит вот такой большущий аккумулятор, который тоже на 2500 ампер, а этот на 2280, чуть меньше. Но этого одного аккумулятора в Nikon D850 не хватает примерно 1000 на 5 кадров. Это если фото. А видео, точно не могу сказать, примерно часа на 2-1,5 точно. Меняется он, как вы понимаете, очень легко. То есть сбоку, даже если камера на штативе, засунул, защелкнул, готово. При этом в камере можно было использовать еще и штатный аккумулятор, вот, которого у меня нет, который у меня всегда жил отдельно, на всякий случай, только когда я снимал видео. Вот он, этот аккумулятор EN-EL15A, всего 1900. А этот точно такой же, по размерам, мне кажется, они даже подойдут один в один. Я даже попробую, интересно, заработает 850 от нового аккумулятора или нет. Любопытно, проверим. Так. И, естественно, не заработает, потому что он разряжен. Ну, тогда в следующий раз заряжу, скажу. Так вот, в 850 можно было использовать штатный аккумулятор плюс аккумулятор в дополнительной ручке. И это уже совсем солидно. Причем он спокойно умел переходить, если один разрядился, на второй, при этом не выключаться. Что очень здорово. Здесь же этот аккумулятор использовать не получится. Придется покупать
вот такой второй, либо, кстати, сейчас проверю, а подойдет ли аккумулятор от D850. Мне кажется, должен. Так, делаем ставки. Открываю крышечку. Вставляю аккумулятор. Так, вот этой стороной. Чик, подошел как родной. Иначе и быть не может. Закрываем, проверяем, заработает или нет. Да, отлично. Все заработало, все есть. Все есть. Супер. Но для того, чтобы использовать дополнительную ручку, этот аккумулятор придется все-таки извлечь. Итак, прикручиваю дополнительную батарейную ручку. Так, тут надо как-то хитро снять крышечку. Потому что, да, где-то я видел, она, по-моему, просто как-то выдергивается. Вот интересно, как? Как-то все очень хлипко и ненадежно. Сейчас попробуем. Приди на помощь, инструкция. Господи, вот такая простыня. Вот бы еще найти где... Ага, вот. Так, как-то нужно так приподнять на 60 градусов и выдернуть. Ну, ясно, попробуем. Вот так приподнять на 60 градусов и как-то повернуть. Как это сделать? Блин. Мне не поворачивается. Это не так просто, как казалось. Блин, не сломать. Ой, печалька. Потяни, и ты внутри. С горем пополам получилось у меня это вытащить и даже ничего не сломать. Ну что, отлично. Хорошо. Батарейный блок. И так. Снимаем крышечку. Такие контакты здесь прям. Ух. Это пока закрываем. И соединяем. Больше тут ничего не нужно. Просто соединить. Вот, интересная штука какая, интересно, для чего это? Сюда, наверное, крышку надо ставить. Ёп, точно же, вот же на инструкции написано. Угу, продумано, мне нравится. Хорошо, молодцы, вот здесь молодцы. Так, защелкиваем. Ой-ой-ой-ой-ой. Что это, такая щель? Или нет? Нет, щель зашла. Все нормально. Так, смотрим. Все, щель плотненько вроде закрылась. Ну, все равно присутствует, но небольшая. Так, держится хорошо, плотно. Мне нравится. Вот на 850-м, как не затягивая, она все равно как-то болталась. А здесь прям достаточно качественно сделано, хорошо. Но на самом деле такая прям пластмассовая. Кажется, что чуть стукни обо что-нибудь, и она разлетится в щепки. Не знаю, посмотрим. Просто это такая прям, хорошая, тяжелая и вроде кажется более прочная. Это прям как будто тоненький пластмасс какой-то. Не знаю, насколько будет живуч. Проверим на практике. Так, ну, собственно, фотоаппарат готов. Аккумулятор вставить. Так, самое интересное. Будет ли, вот если у тебя один аккумулятор, это в какую вставлять штуку? Б. Ага, все подписано. Это это Б. Естественно, вставляем в А. Так, вот, есть. Хорошо. Чик, открываю. И так, запихиваю. Угу. Закрываю. Проверяем. Да, заработало. Отлично. Ну что, в целом нормально. Что касаемо слота карт памяти. Да,
здесь есть, конечно же, карточка SD. Почему я ждал именно вторую модель семерки? Потому что вот эти безумные дорогие карточки, это, конечно, полный трэш. Покупать их весьма накладно и, собственно говоря, непонятно для чего. Может быть, если кто снимает видео, тем да, эти карточки удобны. Насчет надежности, ну, сложно сказать. Меня SD-карточки ни разу не подводили. Осталось прикрутить объектив и посмотреть на общий вес, сравнить, так сказать. Рассказываю специально для тех, кто покупает фотоаппарат Nikon впервые. Чтобы прикрутить объектив, нужно сделать манипуляцию в обратную сторону, в непривычную, как бы открутить, а не закрутить, то есть против часовой стрелки. Многие путаются, но к этому, в принципе, быстро привыкаешь, ничего в этом сложного нет. Оп, и не попал. О, провалился. И чик, готово. Супер. Осталось что? Осталось прикрутить сюда защитный фильтр. Многие, вернее, некоторые говорят, что защитный фильтр в принципе не нужен. Может быть и не нужен, но бывают ситуации, когда вы рано или поздно все равно заляпаете во время дождя или там еще какой-нибудь мокрой погоды. Обязательно на объектив что-нибудь, какие-нибудь капли попадут, и вы все это будете чистить. И намного спокойнее это делать, когда вы это делаете по фильтру, потому что фильтр стоит, я не помню сколько, но какие-то сущие пустяки, а вот объектив и полировка этой линзы будет стоить намного дороже. Поэтому просто берем, вроде все чисто, хотя, наверное, дополнительно нужно кисточкой все это смахнуть и прикрутить. Те, кто впервые покупает фотоаппарат, вот такая кисточка, она обязательно. В другом конце чистящий карандаш. Очень удобно, хорошо чистит. Так, аккуратненько сейчас все это открываем. Слушайте, мне кажется, какой-то он маленький. Линза-то маленькая. Вроде все чисто. Посмотрим. Да, все хорошо. Еще раз аккуратно. Ага, вот так. Видимо, значит, вот так вот. Щелк. Но блендер выглядит, конечно, смешно. Да. Объектив, потому что не топовый. Всего лишь на диафрагме 4 у него. Есть такой же более дорогой, более светочувствительный. И там блендер, конечно, по идее, вроде говорят, солидней. Но он, конечно, стоит весьма-весьма недружественно. Теперь можно сравнить, собственно говоря, беззеркальную камеру и зеркальную камеру. Также с батарейным блоком и с одинаковыми объективами. Но единственное, что здесь объектив все-таки более чувствительный, здесь диафрагма 2.8. Но, как вы видите, годы годы эксплуатации не прошли. Просто так для этого объектива резинка вся вот растянулась, и ее, конечно, по-хорошему надо менять. Вот, объектив требует уже, скажем так, маленечко обслуживания. Но эксплуатирую я его весьма и весьма долго. Он у меня еще с камеры D700. По весу, да, ощутимо. Очень ощутимо. Этот, конечно, значительно тяжелее. Где этот намного легче. Ну-ка я попробую даже поменять руки местами. Да, органы управления основные, как я говорил, уже все вроде на месте. Диск на месте, просмотр на месте. Но я думаю, что переход не будет сильно болезненный. По крайней мере, я на это надеюсь.
Да, и, конечно, легче. Легче, приятнее. Приятнее, намного приятнее, легче. И возникает резонный вопрос, а зачем вообще для сравнения я взял Nikon D700? Все очень просто. В YouTube я нашел ролик, где человек использовал в своей работе Nikon D700. И когда он у него сломался, затвор, скажем так, свое отработал. Свой ресурс выработал. И даже не совсем затвор, а там какая-то его часть затвора. Он пришел в мастерскую, ему сказали, что ой, такой запчасти нет, только покупать бэушную. Он сказал, ну бэушную я не хочу покупать, куплю как раз новый фотоаппарат. И вышел Nikon Z7, Nikon Z6, еще первой модификации. И он купил Nikon Z6. Собственно говоря, купил его, стал им пользоваться и не подружился. Переход у него не заладился. В итоге он продал Nikon Z6 и купил себе Canon. Только вдумайтесь в эту ситуацию. Практически это человек совершил подвиг. Это как должна была не понравиться беззеркальная камера настолько, чтобы уйти в Canon. Так что же могло пойти не так, если и тот, и другой фотоаппарат одной компании? Первое, на что пожаловался человек, это на меню. Что, мол, меню здесь какое-то немножко не такое. Не знаю. На мой взгляд, да, изменения, безусловно, есть. Это бесспорно. Конечно, они есть, но в целом, так, у меня тут ничего не видать. Можно, наверное, уже оторвать этот экранчик. Но в целом, так, я даже поменяю язык. Если тут русский, я думаю, должен быть так. Отлично. Но в целом каких-то прям кардинальных отличий, чтобы не разобраться в меню. Вот я сейчас взял, и все вроде на месте. То есть все примерно так же структурировано, все на своем месте. Есть, конечно, какие-то дополнительные функции, без сомнения, но так, чтобы прям заблудиться, не знаю. Второе, на что пожаловался человек, это на фокусировку, что, мол, в темное время суток у него была вспышка, и она не сделала соответствующую подсветку, и ему пришлось использовать там какую-то свою встроенную подсветку, и, в общем, что-то у нее не заладилось. Не знаю, после Nikon D700 у меня еще был D4S, и после D4S у меня был, ну, в смысле, и есть Nikon D850. И Nikon D850 фокусируется в темноте, ну, как в темноте, не, конечно, ну, вот в плохих условиях практически идеально. То есть, и это просто небо и земля. Тут просто, ну, я не знаю, как это можно сравнивать, но это космос. Поэтому, не знаю, не пробовал, не работал с семеркой, с беззеркалкой. Поэтому мне самому очень интересно. Может быть, вдруг и у меня что-то не заладится, и я скажу, зря я купил все продавать и переходить на какую-то другую модель. Поэтому, если и вам тоже интересно, обязательно подписывайтесь на канал. Буду использовать фотоаппарат во все тяжкие и обязательно вам расскажу, что понравилось, что не понравилось, действительно ли у меня возникнут проблемы с переходом на беззеркалку, или все пройдет гладко. Если сочли это видео полезным, обязательно ставьте лайк. Ну и, как я уже говорил, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить какое-нибудь следующее интересное видео. Спасибо, до свидания. Защитную пленочку-то я не распаковал, то ее еще вырезать придется. Ну ладно, я думаю, с этим я справлюсь.